Вот такой аппетитный шоколадный пирог я сегодня сделал. Выглядит аппетитно, но и в то же время очень вкусный. А если вы желаете узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, и я вам все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня будет эксперимент. Как-то я посмотрел на YouTube одну блогершу, которая поделилась очень простым рецептом приготовления шоколадного пирога. Я посмотрел, подумал и решил тоже попробовать, посмотреть, что с этого получится. Сразу скажу, я никогда этот рецепт не пользовался, я никогда так не пек. Но что-то мне так захотелось попробовать сделать так, как она делала. У нее, когда она вытащила все из духовки, у нее результат был восхитительный. Так что посмотрим, что у меня получится. Так что это рецепт, эксперимент шоколадного пирога. Итак, все, что мне надо, здесь у меня на столе приготовлено. Духовка у меня включена на 180 градусов. В первую очередь, что я возьму 3 яйца. 3 яйца. Запоминайте, потому что я под видео рецепт писать не буду, так как рецепт очень легко запоминается. 3 яйца. Добавляю немного ванилин. Добавляю 2 ложки какао. Так, с горочкой. И начнем взбивать. Сразу скажу, я никогда так не делал. Но посмотрим, что получится. Так. Теперь я сюда добавляю 1 стакан. У меня стакана не оказалось такого. Я возьму 1 кружку сахара. Измеряем все кружками здесь. А вы можете стаканами. И взбиваю. Так. Теперь я добавляю сюда 1 стакан молока. Или 1 кружку молока. Вот так. И взбиваем. Так. Теперь добавляю 1 кружку масла. Я, честно говоря, испугался, когда она сказала, что 1 кружку. Она сказала, не бойтесь, добавляйте. Из-за этого я говорю, что это эксперимент. Практически все добавляется стаканами или кружками здесь. Кроме яиц, ванилина или порошок какао. Так. И сразу же сейчас добавлю 1 кружку муки. Вот так. И взбиваем. И она сказала, ничего, если очень жидкая, это так и должно быть. Так, теперь в эту массу я добавляю пекарный порошок. Здесь у меня 1 столовая ложка. И взбиваем. Вот и все. Теперь я сейчас немножко это уберу. Так, теперь я беру противень.
Я поставил пекарную бумагу тоже, чтобы легче было вытаскивать, когда все это остынет. И еще пройдусь пекарным маслом, спреем. Так. И сразу выливаем все сюда в форму. Вот так. У меня уже духовка нагрелась, так что с Богом. 180 градусов. Ну, будем смотреть полчаса и добавлять время. Вот такой шоколадный пирог у меня получился. Выпекался он 45 минут при 180 градусов. Выглядит очень-очень хорошо. Единственное, что я сделаю, чтобы быстрее остывало, я перенесу на эту донышко. За этого у меня бумажки так сверху сделаны, чтобы легко перенести. Вот так. И теперь мы дадим это все остыть, и тогда после этого я еще пройду с сахарной пудрой и подавать буду со взбитыми сливками. Я знаю, что та блогерша, она пропитывала шоколадной глазурью, но я решил это не делать, потому что я шоколадную глазурь не люблю сам. И чтобы я мог это тоже есть, я решил, как остынет, посыпем сахарной пудрой и подавать будем со взбитыми сливками. Сливки. Сахар добавляю по вкусу. Я примерно знаю, сколько мне сахара надо. Вот так. Немножко ванилина. Сейчас это мы собьем и поставим это в холодильник. Это у нас сделано будет. Вот и все. И это мы отправляем теперь в холодильник. И вот такой обалденный вкусный пирог получился, шоколадный. Выглядит неплохо. И я еще уже посыпал сахарной пудрой. Давайте сейчас накроем красиво на тарелочку. Потому что не забывайте, там, я этот рецепт никогда не делал, а это эксперимент. Посмотрите, какая прелесть. Обалденно. И подаваться будет со взбитыми сливками. Какая прелесть, посмотрите. И вот такой конечный результат. Так я буду подавать на стол. Обалденно вкусно. А теперь давайте я попробую на камеру. Настолько вкусно получилось. Вроде бы простенько, но, как я вам сказал, это был мой эксперимент. Но обалденно вкусно получилось. Спасибо блогерше, которая поделилась этим рецептом. Делается очень просто. Единственное, что выпекается, замешивается тесто 15 минут, 10 минут, а выпекается 45 минут. Но блогерша-то она пропитывала еще шоколадной глазурью. Ну, я считаю, что взбитые сливки очень хорошо идут тоже. А на этой аппетитной сладкой ноте я хотел прощаться, пожелать вам самого наилучшего. Не болейте. Берегите себя, берегите друг друга. Всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.